Тихо. Это не мой. Я не знаю, чей. Здесь я нахожусь. Где подвал? Опасность. Еще один спутник войны. Ее нельзя недооценивать. А еще к ней нельзя привыкать. Зато ее можно приручить, изучить ее повадки, законспектировать привычки. Боцман и Гоги – доки в этом деле и охотно делятся своими знаниями. Услышал, что где-то за полем заработал дизель? Прыгай в ближайший погреб. Тем более, что по мере раскручивания маховика войны противник тоже обучался. Его, как и опасность, нельзя недооценивать. Ничто так не сближает людей, как бомбоубежище. Мы ждали, пока танкист отстреляет свой боезапас, а матерые воины раскрывали нам секреты этой войны. Танк он отстреливает из своей карусели ползаряда, всего лишь то, что у него есть в боекомплекте. Потом он заезжает, дополняет и обратно стреляет. То есть полностью не потрошится для того, как если вдруг будет какая-то вероятность, что мы с ним завяжемся в бой, вычислим его позицию, у него хватит возможностей и ресурса боевого комплекта нам отразить атаку. Это вчерашний обстрел танком нашей позиции, вот это, где мы тут чай пили. Это просто, Сикстинская капелла. Танк пополняет боезапас примерно 10 минут. У нас было время, чтобы выбраться за флажки из зоны обстрела. Особого выбора, куда бежать, у нас не было, только в передовые траншеи. В чем виноваты те дети, матеря и жены, которые страдают? Задумайтесь хоть чуть-чуть. Такое впечатление, что мама вас мимо коляски не один раз положила. Обидно, жалко за народ. Ну а правостеки пусть знают. Пощады им не будет. Никогда. До самого конца мы будем стоять. И не только стоять, но и гнать их. Не сможем сами, нам помогут. Каждое утро волонтер с позывным «Дровосек» на старой санитарной буханке объезжал Славянск, собирая погибших после ночных обстрелов. Убитых хоронили сразу. Холодильники морга не работали уже много недель. Каждые торопливые похороны превращались в военную операцию. Противник любил обстреливать похоронные процессии, и разведгруппы ополчения выдвигались на прикрытие. Так «Дровосек» хоронил медсестру, погибшую во время обстрела городской больницы. Это пригород Славянска, поселок Восточный. День назад и мы попали здесь под снайперский обстрел. Вырвались чудом. Несмотря на пробитое колесо, дотянули до своих. Обстреляли нас! Что за стрельба была? Это уже с позиции украинских войск? Да, это с позиции украинских войск. А на следующий день приехали сюда с похоронной командой. Уже не страшно. Я себя уже похоронил. Раза 3. Война Дровосека – страшная война. Он знал о смерти больше всех. Его машину обстреливали десятки раз. Каждый день ему приходилось забираться в самые опасные места этой войны. Он не получал деньги за свою страшную работу. Просто в какой-то момент решил взвалить на себя эту неподъемную ношу. И с каждым днем работы становилось все больше. В городе нету людей. Мало осталось людей. Если, например, погибает человек не возле дома, как сейчас, то он, получается, у нас неизвестный. Морг не работает, нету света. Сразу хороним. В среднем где-то 5, мы их называем 200-х в день. Из 5 200-х 3 известных, 2 неизвестных. Это что это за люди? Ополченцы, мирные граждане? Нет. Я занимаюсь только мирными, ополченцами я не занимаюсь. И все-таки, почему ополченцы покинули город, омытый их кровью и кровью тех, кого они защищали? Есть только один человек, который наверняка знает ответ. Игорь Стрелков, командующий ополчением Донбасса. Он сам стал символом и легендой двухмесячной обороны Славянска. Каждый раз, когда Игорь Иванович грустил, украинская армия испытывала проблемы. Падали вертолеты и самолеты, рвались склады боепитания, горела бронетехника. Только что вы слышали грохот выстрелов, это танки атакуют Семеновку. У нас нет ни одного танка. Противника они на каждом блокпосту. Сейчас вода перекрыта именно решением украинских военных, так же как и электричество. Пройдет неделя, 2, 3, может быть месяц. Самые боеспособные части ополчения будут обескровлены. Только ближе узнав его, мы поняли, война Стрелкова – хитрая война.
Противнику нанесены большие потери в живой силе и уничтожена как минимум 1 единица техники. Нами были разоружены последовательно несколько подразделений 25-й аэромобильной бригады. Над Горловкой сбит 1 штурмовик СУ 25-й. И, наверное, он еще весной знал, рано или поздно из города надо будет уходить. Но Славянск оттягивал на себя все боеспособные силы украинской армии. Дал отмобилизоваться ополчению в Луганске, Донецке. В личном разговоре Игорь Стрелков как-то признался нам, что Славянск – загадочное место. Некая энергетическая воронка, которая засасывает в себя все – зло и милосердие, предательство и самоотверженность, радость побед и горечь потерь. Это самый настоящий центр русского мира, из которого невозможно вырваться. И уже не важно, какая кровь течет в тебе. Важно только на чьей ты стороне. И даже покинув этот город, мы остаемся в нем навсегда. Прошел месяц с тех пор, как мы уехали из Славянска. Но каждое утро, просыпаясь, мы с трудом осознавали, что живы, не контужены, дышим. Спали у себя дома, а не в гостинице под кучей бронежилетов. И чем больше мы погружались в мирную жизнь, тем больше хотелось вернуться обратно, в Славянск, и привести этот мир с собой.